Друзья, поскольку я отчаливаю в Ереван, а потом в Италию на классы, я хочу вам сделать подарок. Объявляю скидку на все мои уроки, кроме курсов 50%. За полцены вы можете приобрести любой из 54, что ли, уроков. Ну, или несколько, конечно. Посмотрите анонсы, отзывы к урокам есть видеоанонсы, чтобы понять, о чем он. Чтобы вас как-то смотивировать, покажу несколько работ студентов, которые у меня сейчас занимаются на курсах. И буду впредь это делать, чтобы мир знал своих героев. Дмитрий Журавлев, очень приятный голос. Спасибо, Дмитрий. Не захламленный словами-паразитами, как у меня. Это вы меня еще не знаете. Я здесь просто сдерживаюсь. Слушать вас одно удовольствие. Хорошо, спасибо. Ваши картины, большинство, написаны за один сеанс. В основном, да. Что касается пейзажей, то да, в основном за один сеанс. И некоторые фигуративные и портретные работы тоже, потому что это энергия. Единственное, потом я все-таки посмотрю критически на следующий день или еще через какое-то время и могу кое-где тронуть. Иной раз так трогаю, что живого места не остается. Но мне кажется, так все художники устроены. Мыльников, по-моему, говорил, что я гений. Пишу с таким ощущением, что я гений, а утром просыпаюсь, смотрю, боже, что я натворил. Это нормально. ВЛД Records, хоть я и учусь на втором курсе живописи в училище, однако не до конца понимаю, что есть пластика формы. Например, работа Малявина «Вихрь». В описании книги, в которой я прочитал об этой работе, написано про пластическое решение. Но обычно часто говорят живописцы или рисовальщики в основном, пластичная фигура или форма, или не пластичная. Я думаю, из этого все. То есть, представляете, вы рисуете, руки так да и голова прям. Как только вы хотя бы у одной руки изменили положение, смотрите, кривизна пластично происходит, пластика изменяется, руки начинают говорить. Голова в ракурсе, не просто портрет, как, я не знаю, на фотографии, на документы улыбаться нельзя, а немножко в ракурсе, куда-то закидонцо или как-то что-то такое. В общем, живопись любит ракурсы. Чем они пластичнее, форма пластичная на картине проявляется у художника, тем интереснее на смотреть на нее. Помните, была такая книжка «Японцы». Я не помню, кто ее написал. Какой-то странный человек. Из телевизора, я помню, что. И он написал так, что японские женщины, видимо, может быть, давно, а может, он знает. Японовед какой-то у нас был в тогдашние давние времена, советские. Правило у них такое было, что они ложились спать, и обязательно ножки вместе, ручки вместе, головка под бревно такое, бревнышко такое. И чтобы все аккуратно, никуда ногу не закидывать, ни в коем случае. Это неприлично. То есть пластика формы такая, что как столбушок такой. Человек лежит, должен лежать. Но вы же в ВЛД Records наверняка спите не так. Вы же тем более мужчина. Наверняка, разудись плечо, как Геракл. Исходя из позиции, которая для вас любимая во сне, и сочиняйте пластичность. Короче говоря, на холсте пусть будет все пластично. Движение в картине есть, в рисунке, вы понимаете? Движение. Когда оно есть, конечно, лицезреть приятнее. А потом это же движение может что-то передавать, какую-то мысль, какую-то идею. Ольга, 11:44. Хочу попробовать писать масляными красками. Похвально, но не знаю, какие купить. У нас в городе нет магазина для художников, а на Валберес
Я нашла краски гамма. Как, на ваш взгляд, они подойдут для начала? Да подойдут. А какой лучше взять разбавитель? Да вот там на Валберисе, посмотрите, без запаха, чтобы был. Чтобы никого не травить. Я так думаю. Хотя, может, кто-то наоборот любит так нюхнуть какой-нибудь запашок, да? Ну, ацетончик. Ну, тогда так, чтобы никому не мешать. Любой покупайте. Главное, чтобы он был без льняного масла. Я так люблю. Некоторые любят двойник-тройник. А я люблю просто чистый, первач, прозрачный. Чтобы масло, когда добавляют в разбавитель, ну оно же там все это вот невозможно писать, ну мне. Потому что развозится все это. Следующий мазок кладешь, он развозится с предыдущим, смешивается. Я люблю, когда положил мазок, следующий уже не смешивается. Конечно, такого сложно достичь, но я на этом пути. Поэтому разбавитель, значит, в чистом виде, пенен или просто разбавитель для масляных красок без запаха. А гамма нормально пойдет для начала. Лена Терзян, скажите, какой лучше наносить свой грунт на холст до нарезки на формат или пока он в рулоне. Когда в рулоне, вот я его пристреливаю, ну, какой-то куску фанеры, например, я не знаю, или стол у меня есть. У меня несколько этих фанер. Я пристреливаю такие вот, ну, среднего размера, примерно 50 на 60 такие, да, какие-то куски. Ну, этим самым пистолетом, как он называется-то, степлером, бдыщ, бдыщ, с 4, ну, так, чтобы он немножко натянулся. Кисточкой грунтую, он подсыхает, вынимаю скоба и потом уже нарезаю. Раушан и Ай пробовала на небольшом холсте, непривычно, но безумно нравится, что быстро сохнет, не пахнет, так как дети рядом, только не знаю, чем покрыть. Подскажите, пожалуйста, каким лаком нужно покрыть картину и как его защитить? Под стекло, ну, речь о темпере. Можно под стекло, можно не под стекло. А от чего защищать-то? От того, чтобы кто-то ножом со страсти там продырявит, да? Как кого? Данаю продырявили. Ну, покрывают лаком эту самую темперу. Ну, есть же акриловый лак. Да я не знаю на тему лака. Я как-то люблю, настолько люблю вот цвет живописи, когда нету лака, что я даже прям как-то... Хотя реставраторы советуют покрывать лаком, ну, чтобы красочный слой действительно защищался. Ну, темпера, она и есть темпера, такая больше как графики, поэтому действительно можно и под стекло, в паспорту, если небольшой размер. Universe. Слава, расскажите, пожалуйста, какие кисти вы используете для масляной живописи и как? Какими лучше писать? Деревья, ветки, тонкие линии. Тонкие. Я сейчас как раз собираюсь в Армению, вот беру с собой кисточки. Да вы знаете, по-моему, кто-то из больших художников, Репин, что ли, говорил, что большой кисточкой пишешь, и блик в глазу тоже ейной, вот этой шириной. Потому что эффект некой случайности происходит. Но по первости можно, ну, какими-то вот... Мне нравятся синтетические, но они такие, вот видите, какие, все равно не очень первой свежести, а я люблю такие. Вот некоторая случайность происходит, и, кстати, и к веткам это может относиться. Ну, какие-то вот, значит, синтетические, Oil Pro Pinox разных размеров. Я их вот в этот самый помыл, наконец-то, первый раз за полгода. Так, и скотчем просто обернул малярным. Вот они же. Ну, собственно, и все. И пару вот таких вот флейцев я люблю, когда ими писать люблю очень. И мягкие, значит, синтетические, ну и все, нормально, достаточно. Ветки, не ветки. Да, еще мастихины разных сортов. Я люблю итальянские вот такого плана. Рыбки, фигипки мне не нравятся, а вот такими прям мне удобно работать. Но это как вы привыкли. Значит, разных размеров.
И еще он большой есть, огромный мастерок такой. Вообще мастихином писать, это же очень интересно. Попробуйте, если вы только счищаете краску мастихином. Потому что он дает такие случайности, такие неожиданности. И даже стирание само, вот счищание краски может привести к хорошему результату, что потом не надо трогать. Тут все связано с нашим мышлением, с нашим вкусом. Кому-то нравится прям каждая веточка, каждый листочек, а кто-то на них вообще их даже не видит, широко берет и сразу по пятну большими массами. Но я советую все-таки идти от больших масс, а потом уж там кое-где тронуть, и то не списывать то, что ты видишь, это дерево с ветками, с тонкими линиями, а как бы дизайн сделать этого дерева с листвой. Но это особый такой нужен к этому, я не знаю, интерес. Возьмите просто, выделите вечер и посмотрите художников, как они пишут деревья разные, да. Но у меня есть Painting the Best с 2 подчеркиваниями на Instagram, где я выкладываю работы художников, которых я люблю. Можете там посмотреть что-нибудь, наверняка будет полезно. Друзья, вы отмечайтесь, пожалуйста, в журнале, это важный момент каждый раз. Предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Выгодный формат картины». Ну, пока.